Копнул, смотрите, есть на сегодня первая монетка. Вот смотрите, явно стояло дворище. Хожу, ребят, копаю. Вот такая вот печальная картина. 3, 2, 1. Добрый день, друзья и уважаемые подписчики канала «О пошуках пригод». Выдался у меня свободный день. Решил я поехать покопать. В это место попасть я хотел очень давно, но все время как-то не слаживалось. И вот, как говорится, звезды стали в ряд. Правда, погода, видите, ну, мороза нет, снег небольшой, поэтому, я думаю, ходить можно будет. Тут был хутор, походить мне там очень интересно, места красивые. В общем, все, что найду, буду вам показывать. Это я потихоньку туда еду. Ну, встретимся еще тогда, когда разложу прибор, буду готов к поиску. Немножко покажу вам местность. Надолго не прощаемся. Ну что, ребят, вот я и на месте. Вот тут здесь вот был хутор. Попробуем походить, покружим. Понятно, место хоженое, битое. Но тем не менее, я думаю, что-то все равно удастся нам найти. Быть такого не может, чтобы не было ни одного хорошего сигнала. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Прибор собран. Сейчас прибор включаем. И вперед на поиски. Не будем терять зря время. Ребят, ну, отошел я от машины буквально метров 20-30. Уже копнул пару сигналов. Где-то там дробина попалась. Ну, понятно, лес, охотники. И вот тут следующий сигнал тоже, ну, немного по ВДИ выше, чем дробина. Онлайн копать не стал. Копнул, смотрите, есть на сегодня первая монетка. По размеру копеечка. Ранние советы. Сейчас попробую навести резкость, показать год. По-моему, 1924 года. Ну, первый монетосик на сегодня есть. Спасибо деду Хабару. Находку ложим в хабарницу. И ищем дальше. Вот смотрите, явно стояло дворище. Фруктовые деревья. 1, 2, 3, 4, 5. Это позже, наверное, вокруг посадили сосны, потому как растут они рядами. А раньше, наверное, были единичные деревья. Такое классное место. Но включился не только поэтому. Есть сигнальчик, очень похожий на советик. Вот слушайте. ВДИ 26-27. Давайте попробуем копнуть онлайн. Возможно, повезет. Нам с вами найдем что-то интересное.
Возьмем прибор наш. Выкопали. Ну, поищем пином, ребят. Где-то что-то здесь. Что-то где-то есть. Что-то маленькое. Очень неудобно и снимать, и искать. О, ребят, есть. Смотрите. Снова, по-моему, копеечка. Да, копеечка. 1900, по-моему, 58 или 38. Конечно, тут где год сохран немножко подкачал. Но тем не менее, вторая находочка уже за сегодня есть. Копаем дальше. Сейчас попробую тут покрутиться на этом месте. Все так же я кручусь недалеко от этого дворища. Ну, там хороших сигналов не было. Он и этот, собственно, был такой размывчатый. Какой-то черноцветной. Но тем не менее, копнул и, смотрите, выпала нам с вами вот такая пуга. Понятно, почему она била и в цвет, и в чернину. Смотрите, тут серп и молот, и, по-моему, как молния какая-то. С этой стороны она видна из цветного металла, а сзади черный. Но, тем не менее, находочка есть. Уже приятно. Вот такая вот местность. Тут рельеф поднимается вверх. Попробую покрутиться, походить. Время есть. Копаем дальше. Ходили мы с вами вот там внизу. Поднялся я вот на такой бугор. Тут, видно, тоже какой-то двор был. Или, может, ошибаюсь. А место довольно-таки симпатичное. Вот ходил, кружился тут. И, блин, неглубокий сигнальчик вообще, ямка меленькая. Но пока нашел пином, смотрите, в этот раз попалась нам с вами такая вот тут ладанка. Обломок. Так она, вернее, она целая, но ушко сломанное. Ну, обидно, конечно, хотя находка довольно-таки классная. Попробую тут походить, еще покружиться. Может, что-то еще интересное зацеплю. Копаем, ребят, дальше. Хожу, ребят, копаю. Вот такая вот печальная картина. Умер хутор. Умерли его жители. К сожалению, жизнь так устроена. Вечного в этом мире нет ничего. Такое вот место. Успокоятся с миром жители этого лесного хутора. Мы нарушать их покой не будем. Уйдем стороной. Будут хорошие сигналы. Обязательно все вам покажу. Поднялся я, ребят, на вот такой вот холм. Вот такая вот картина открывается с него. Воздух, конечно, в лесу неимоверный. Природа классная. Тишина. В общем, что еще надо? Классное место. Любимый прибор. Любимое хобби. Ну, включился не потому. Нашел еще один довольно-таки достойный сигнал. Вот слушайте. ВДИ 38-39. Давайте попробуем копнуть его вместе с вами. Может, что-то попадется классное. Если этот фрагмент в видео попадет, значит, что-то таки достойное мы с вами выкопали. Ну, если нет, значит, в видео этого не будет. Потому как снимаю практически все сигналы, но 99% из них откровенная жбонь. Где-то выкопали.
попробуем пином. Попробуем пином. Даже смотрите, пробовать не надо, ребят. Видите, я уже увидел без пина. Монитосик по размерам пятачок. Ранние советы. И как всегда, самый-самый редкий в кавычках. Ну да, 31 год. Ну, тем не менее, приятная находка. Большая монета. Можно уже лайк поставить. Поддержите канал подпиской, поделитесь с друзьями. Хобби люблю. Люблю копать. Но видео снимаю и для вас. Поэтому прошу очень-очень поддержать. Был, ребят, очередной сигнальчик. Вот такая ямка. Наш прибор. В этот раз выпала нам с вами вот такая зелененькая пуля. Эхо войны. После этой войны этого эха будет очень-очень много. Такая находка. Ложим хабарницу ее. На подведении итога покажу, а потом где-то выкину. Я не собираю такие вещи. Копаем, ребята, дальше. Так и кружусь я на этом месте, ребят. Внизу, как я думаю, была дорога. Дома чуть выше стояли. Ну, пытаюсь я между дорогой и домами, насколько это в лесу возможно, ходить. Смотрите, вот видно ямки. Старые комрады копали. Но тем не менее выловил вот под самой сосной сигнальчик. Пином нашел, уже видел, но в руки не брал. Ребят, в руки не брал. Где наша монета? Точно видел, что монета. Сейчас, секундочку, возьму прибор. Где-то здесь, да. Где-то здесь. Где-то здесь. Блин, да что ж, видел кругляшок. Когда копаешь, глаза постоянно ищут кругляшок. Вот, блин, надо было достать, найти, а потом включаться. Извиняюсь я за задержку. Где-то здесь. Где-то здесь. Где-то здесь. О! Я же говорил, что видел кругляшок. Так и есть, ребят. Смотрите. В этот раз по размеру 2 копейки. Так и есть, да, 2 копейки. Ранние советы. 1930 год, по-моему. Довольно-таки в бодряковом сохранчике. Да, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Ну, тем не менее, находочки потихоньку идут. Поэтому не теряем время, а копаем дальше. Снова включился, ребят. Уже не первая такая гильза. Вот хочу у вас спросить, кто в теме. Это гильза Маузера или нет? Подскажите. Клейм я тут не особо вижу. Но гильза такая попадается мне тут не впервые. Копаем, ребят, дальше. Подошел я к очередному домику. Вот тут вот видно, тоже стоял дом. Во всяком случае, очень похоже. Там вот, по-моему, дальше бугорок чуть проглядывается. Ну и вокруг много покопанного. Видно, раньше комрады ходили. Но не надо никогда, друзья, вешать нос и унывать. Мало ли с каким прибором ходили. Тут все звенит черным. Я сам когда-то начинал копать с Аськой 250. Аська на таких местах слепая. Вот лишнее тому подтверждение. Или лишнее, очередное. Не будем цепляться к словам. Ямка комрада. Рядом сигнальчик. Есть монитос.
Ну, звучало как советы. Это и есть советы. По-моему, проглядывается надпись СССР. 20 копеек, рамочник, 1936 год. Вот так вот иногда бывает. Копаем дальше. Снова, ребят, есть неплохой сигнал. Вот там мы с вами копнули рамочник 20 копеек. Решил я немножко тут подняться к бугорку. И вот слушайте. (41, 42). Ну, давайте попробуем онлайн. Может, что-то интересное будет. Ну, в любом случае, чтоб не было, покажу. Ну, просто сигналы есть. Как бы выхожено, понятно, но сигналы потихоньку встречаются. Выбирать не приходится. Копаем все цветное. Сейчас проверим, выкопали или нет. Где-то выкопали, но что-то черниной перебивает. Попробуем пином, как-то что-то сигнал поломался. Если честно. В ямке нету. Значит, где-то выкопали. А ну, друзья, сейчас найду и включусь. Ребят, ну нашел. Черниной перебивала. Плюс сразу пином нашел. Где-то тут была гильза обломанная. И потом уже выцепил монету. Посмотрел уже. Скрывать не буду. В руки брал. Попалась нам в этот раз с вами Николая I. 1/4. Довольно-таки бодром сохране. Такая вот находка. По-моему, 1840 год. Поэтому не спешите, всегда проверяйте ямки. Иногда бывает, копнешь, монета руба станет. Или черный металл перебивает. В общем, вот такая находка. Копаем дальше. Ходили мы с вами с той стороны. Там попалась нам с вами 1/4 Николая I. Ну, тут, как я и думал, стоял домик, вот дерево фруктовое. А тут вот такая поляна. Решил я в сплошную выходить. Навалены были ветки. Я под ними катушкой выловил сигнальчик. Ветки сдвинул. И есть еще один зеленый кругляшок. По размеру похоже на копейку Николая II. Походу она и есть. Он вроде как копейка. Буквы видно. Ну, год не скажу, потому как монета убитая. Но тем не менее приятно. Второй за сегодня медичок. Ходим, копаем. Попалась мне, ребята, такая вот штука. Она хоть и черная, но за счет формы звенела довольно-таки неплохо. Не знаю, что это. Хуторщина какая-то. Я металл не копаю, поэтому оставлю ее где-то здесь. Ямку зароем. Походим еще. Тут еще домики были. Возможно, что-то еще по цветному нам попадется. Снова включился, я хочу вам показать. Очередные домики стояли. Тут кто-то серьезно копал. Ямы не закопанные, как всегда. Есть в нашем хобби не очень хорошие товарищи. Тут кто-то конкретно закладывал шурф. Смотрите. Вот такой вот фундамент. Кто-то шурфил. Нашли что-то или не нашли, не знаю. Думаю, наверное, вряд ли. Вот тут пробовали зашурфливаться. Тут, здесь, с разных углов. Я думаю, если бы что-то нашли,
перерыли б тут бы все. А так, видно, попробовали с разных сторон. Особо результата не было. И, видно, на этом шурфить бросили. Но мы с вами ходим, гуляем. Время потихоньку заканчивается. Ну, думаю, еще какой-то часок покручусь. Снова есть у меня сигнальчик и находка. Но пришлось, конечно, тут немножко помучиться, пока нашел. Смотрите, где-то мне выпало. Опять положил и опять ищу. Где-то мне выпало малюсенькое колечко. Наверное, детское. Вот оно. Не. Да что такое? Тут где-то вот, смотрите, ребят. Такое вот малюсенькое колечко. Может, детское какое-то. Ну, не серебро. Скорее всего, что медяха. Но, тем не менее, как находочка. Вещь интересная. Копаем, ребят, дальше. Так и кручусь я здесь. Вот там я вам показывал шурф. И вокруг этого дворища я так и хожу. Вот есть классный сигнал. «44» по кругу. Давайте попробуем. Давайте попробуем онлайн. Сигнала есть, но сигналов очень немного. Сюда надо было приезжать лет 15-20 назад. И лес — это не поле. Земля не переворачивается. Давайте попробуем. Выкопали, не выкопали. Сигнал не поменялся. Давайте, может, пином достанем. Вскрыть-то вскрыли. Друзья, смотрите. Смотрите, что это. Сразу сердце ёкнуло. Показался вроде как, думаю, желтый металл. Но нет. Что-то легкое, какая-то латунька. Но звенело довольно-таки бодро. Ну, пропущенный сигнал. Поэтому, возможно, что-то еще сегодня нам попадется. Был хороший глубокий сигнал. Я его выкопал, но, увы, ребят, нет. Ну, думаю, все равно вам покажу. В этот раз попалась вот такая вот сплюснутая охотничья пуля. Ну, все-таки лес. Сейчас охот нет. А раньше на тут охотнички часто ходили. Был бы сейчас сезон охот. Надо было или в лес не ехать, или одевать яркий жилет. Ну, ходим еще, немножко времени есть. Ну что, ребят, подошел к концу очередной наш с вами коп. Походил где-то я на часиков около 5, плюс-минус. Находил, получается, сегодня 14 километров. Ну, был тут хутор. Самое интересное, по-моему, около 12 домиков. Но от крайнего с оттуда и сюда, между ними, получается, было около 2 километров. То есть протяженность была очень-очень как бы не маленькая. Находки встречаются, не знаю. Может быть, сюда весной еще приеду. Может быть, зимой приеду, когда будет мороз. Поле копаться не будет, а тут все-таки походить, что-то найти можно. Находки все я разложил. С последней хороших не было. Была вот такая вот еще пуля. Ну, не стал я включаться, але ему ее показывать. Порадовала 1/4 Николая I. От этой находки сразу сердце немножко сжалось, но форма, да и думалось голд, а оказалась какая-то жбонь. Ну, видите, как бы не густо, но и не пусто. По нашему времени, как бы, провести время, погулять есть где.
А на сегодня хочу с вами попрощаться. Поддержите канал лайком, подпиской. Поделитесь с друзьями. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Все комментарии читаю. На все стараюсь отвечать. На сегодня до свидания. Встретимся еще не один раз на копі. А отже, пригоди будуть тривати. До побачення.